Говиал представляет всего один животный вид из рода говиалов – Говиалис гангетикус или индийский говиал. Говиалы являются наиболее специализированными из всех крокодилов. У них очень тонкие морды, которые используются для ловли рыбы в быстро движущихся водах. На самом деле говиалы так хорошо адаптировались к ловле рыбы, что их передние конечности стали слишком слабы, чтобы удерживать животных. Почти вся их жизнь проходит в воде. Сегодня у большинства крокодилов четвертый зуб на нижней челюсти является основой для определения их характеристик. Это либо яма в верхней челюсти, либо канавка, как у говиала. Все их зубы имеют одинаковый размер, и все они сцепляются. Это создает очень эффективную ловушку для рыб и мелких животных. Говиал известен под двумя названиями – индийский говиал и индийский кхариал. Оба названия правильные. Единственное отличие состоит в том, что название кхариал было дано в честь странного луковичного образования, которое появляется у зрелых самцов, называемых кхарами. Говиалы – это длинные стройные животные. У них светлый оливковый цвет, с наклонными темными пятнами и полосами, идущими по телу и хвосту. Их ноги перепончатые, а их слабые конечности не позволяют им совершать обширное передвижение, на что способны другие крокодилы. Размер. Сегодня говиалы могут выглядеть довольно слабыми и маленькими, но они могут вырастать до 7 метров, что делает их очень большими. Такие большие размеры послужили появлению слухов, что говиалы являются людоедами, и это привело к гибели многих говиалов, и теперь они находятся на грани исчезновения. Диета. Рыба составляет основную часть их диеты. Были случаи, когда сухопутные животные, как маленькая ящерица или млекопитающие, встречались в желудках взрослых особей, но это происходило редко. Еще одна вещь, которая была обнаружена в желудках говиал, это человеческие остатки. Именно это использовалось в качестве доказательства того, что говиалы являются людоедами, но позже было продемонстрировано, что говиалы просто проглатывали остатки кремированных тел, которые плыли вниз по реке, обычной Ганге. Вероятно, они использовали их вместо камней, которые говиалы и другие крокодилы проглатывают, чтобы улучшить пищеварение пищи и, возможно, сохранить плавучесть в воде. Охота. Как указано раньше, говиалы специализируются на ловле рыбы. Говиал будет находиться рядом с быстро движущейся водой, открыв челюсти и ожидая слабого осязания рыбы, или активно плавать, ища ее под водой. Благодаря своим острым зубам они способны найти свою жертву и захлопнуть на ней свои челюсти, либо размахивать головой, при этом челюсти открываются на небольшое расстояние, чтобы разорвать рыбу. Распространение. Говиалы живут в северной части индийского субконтинента. Их можно найти в таких реках, как Брахмапутра, Ираванди, Бхима, Ганг, Маханади и Каладан, в реках Пакистана, Индии, Непала, Бангладеш, Бутана и Бирмы. Будучи охотниками на рыб, они живут только в реках. Половозрелого состояния они достигают в 10-летнем возрасте. В дикой природе они живут до 30 лет. Риск для людей. Несмотря на то, что они могут вырастать до 7 метров в длину, наибольший урон, который вы можете получить, это сломанная кость от хорошего удара хвостом. Может быть, какого-то смельчака и сможет укусить этот крокодил, но не более того. Как указывалось ранее, говиалы не могут проглотить крупных животных, и их челюсти не приспособлены для таких давлений. В реальности у говиала очень тонкие челюсти, они хрупкие и не приспособлены для поедания больших животных. Приспособленные для охоты на мелких рыб, лягушек и насекомых, говиалы предпочитают полностью избегать людей. Значит ли это, что говиалы вообще не опасны для человека? Конечно нет. Самка, которая находится в гнезде, покажет вам, насколько опасны могут быть эти животные. Но по большей части говиалы не будут пытаться нападать на человека. Конечно, если вы не начнете бросать камни в животное или дразнить его. Фактически, спокойные по нраву говиалы никому не угрожают. Надеемся, что вам не придет в голову мысль поместить свой палец в пасть говиала, поскольку это полная беспечность. Эти гигантские рептилии абсолютно безвредны для человека. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.